Всем привет! С вами Ольга Собянина, автор блога «Развивайся в декрете» и мастер по вышивке лентами. Ну, сначала буквально пару слов о себе. Вышивать лентами я начала где-то примерно 3 года назад, как раз когда родилась моя дочка Сонечка. Но первое там время, как у любой молодой мамы, ни на что не хватало времени, то есть все внимание уходило на ребенка. Но буквально через 3-4 месяца это свободное время появилось, и его хотелось куда-то деть. Вот. И тогда в интернете я увидела картинки работы по вышивке лентами. Это была любовь с первого взгляда. Меня сразу привлек этот вид рукоделия, и я начала учиться, активно учиться этому виду мастерства. Значит, училась. После этого меня пригласили участвовать в Дне города на выставке. Это была не первая и не последняя, в общем-то, выставка. Участвовала я также и принимала участие в ярмарках, в различных выставках в нашем городе. После я начала проводить мастер-классы по вышивке лентами и активно вышивала. Вышивала я до тех пор, пока не заинтересовалась инфобизнесом. Что такое инфобизнес, блогинг, какие возможности он дает для вообще людей. Меня очень увлекла эта тема. В результате вышивку лентами я на неопределенное время отложила. Вот. Сейчас я уже, конечно, понимаю, что все это неспроста. За время, которое я посвятила инфобизнесу, я создала свой блог «Развивайся в декрете». Я, собственно, его так и назвала, потому что каждый день я узнавала что-то, находясь в декрете, я узнавала что-то новое для себя. Это вообще был шквал знаний, шквал новой информации, поэтому, собственно, и родилось название «Развивайся в декрете». После этого я создала одноименную группу ВКонтакте, группу в Фейсбуке, создала несколько инфопродуктов для молодых мам, как бесплатных, так и платных. И вот сейчас, когда блог уже оптимизирован, он работает, он наполнен контентом и продолжает развиваться, когда группы есть в соцсетях, в общем-то, возникло вновь желание вернуться к вышивке лентами. И, собственно, что я и сделала. Я начала вышивать новые работы, начала выкладывать их на блоге, и вдруг в моей почте буквально каждый день стали появляться вопросы. Ольга, а на какой ткани вы вышиваете, какими лентами вы вышиваете, делаете ли вы их сами, либо там покупаете готовые. То есть вот разные вопросы по элементам различным вышивки, как выполняется тот или иной цветок и так далее. Я решила собрать, систематизировать все эти вопросы и записать вот серию таких видео, где бы рассказала, как я делаю, что я делаю, в общем-то, все подробно, с примерами, наглядно. Итак, первое, о чем я хотела рассказать, это о материалах, материалы и инструменты. Значит, вышивать можно на различных материалах. Это может быть и натуральный материал, то есть лен, хлопок, двунитка. Можно вышивать, я сама вышивала и на шелке, и на креп-сатине, но самый мой любимый материал – это габардин. И практически все работы, которые я выполнила, выполнила я именно на габардине. Это очень приятный материал, он синтетический, очень хорошее переплетение нитей, удерживает ленту и в то же время легко проходит игла через ткань. То есть это очень хороший материал, мне он очень нравится. Единственное, на чем я настоятельно не рекомендую вам вышивать, это канва. На канве вышивка лентами смотрится нехорошо. Все-таки канва, она для счетной вышивки. А здесь как-то больше свобода творчества должна быть. И здесь подходят другие ткани с более мелким переплетением нити. Вот. Дальше, значит, это что касается материала. Материал я, разумеется, тонирую. Вот здесь, например, это не зеленая ткань, я тонировала ее вручную. Вот здесь более светлый, может быть, камера это не передает. Здесь более светлый тон, здесь уже более темный. Да? Вот здесь то же самое, здесь тонирую я, крашу ткань вручную. Значит, это что касается материалов. Что касается инструментов. Первый и самый главный инструмент в любой вышивке – это, конечно, пяльцы. Вот у меня здесь огромное количество, начиная от самых маленьких и заканчивая вот такие стандартные, и даже вот такие пяльцы большие есть у меня, на которых вот я свою последнюю работу сейчас как раз вышиваю, она у меня еще не закончена. Особенность вышивки лентами заключается в том, что вся область работы должна быть в пяльцах. То есть не должно быть никаких пережимов, перегибов. То есть смотрите, вот мы, например, такие возьмем пяльцы, или даже вот большие, и видно, что ткань пережимается. То есть если, например, в вышивке гладью или вышивке крестиком можно перевернуть на обратную сторону и все это спокойно отутюжить, то в вышивке лентами в таком случае теряется весь смысл, поскольку вышивка лентами – это все-таки объемная вышивка, она должна передавать объем, а если мы все с вами отгладим, то вся красота и вся изюминка потеряется. Поэтому вот обращайте на это внимание.
Дальше, значит, это иглы. В вышивке лентами используют гобеленовые иглы с широким ушком и тупым концом. Это очень удобные иглы. Они хорошо проходят через ткань, но, конечно, у каждой ткани есть свои особенности. Так, например, у габардина есть такая особенность, что если вы чуть посильнее дернете иглу, то можно просто пробить ткань, и тогда на ткани появляются там, ну, вот такие горизонтальные полоски. Можешь представлять, о чем я говорю. Их очень сложно задекорировать, поэтому вот, ну, нужно просто быть осторожным и внимательным. То есть, когда выкручиваете иглу, протягиваете иглу, ее немножко подкручивать, тогда все будет хорошо. Гобеленовые иглы, они бывают тоже разных размеров. Вот у меня есть практически, ну, многие размеры, которые необходимы для вышивки. Это очень, ну, большие вот такие вот толстые игла и чуть поменьше игла, тоже широкое ушко, тупой кончик. Вышивать очень удобно. Дальше, значит, мне в работе также нужны иногда булавки. Обычная швейная булавка для того, чтобы либо ткань закрепить, либо там лепесточек какой-то закрепить. Но здесь, конечно, нужно быть очень осторожным. Потому что, например, вот шелковые ленты, они вообще не терпят какого-то там дополнительного вмешательства, тем более иглами, то есть можно просто ленту повредить. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Следующее – это вышивальная игла, обычная вышивальная игла, но тоже вот она должна быть, ну, лучше, чтобы она была очень тонкой и с широким ушком. Вот мне удалось найти такие иглы, они очень тонкие, широкое ушко, очень удобно вставлять нитку. Ну и острые. Но из-за того, что они очень тонкие, вот по первости, когда я только начала вышивать лентами, я за месяц, наверное, штук 6 сломала. Просто потому что вот, ну, не рассчитываешь иногда силу, и вот ломаются они. Но вышивать ими очень удобно. Есть у меня иглы, тоже, они не гобеленовые, но ушко у них широкое, а кончик у них очень острый. Они тоже иногда нужны для, ну, вышивки, тоже разных размеров. Они бывают вот потолще, потоньше есть. Вот, в принципе, это, наверное, все, что я хотела сказать про иглы. Следующий – это наперсток. Иногда он просто необходим, особенно когда вы вышиваете атласными лентами. Бывают атласные ленты широкие и очень плотные, так что вытащить их, ну, протянуть через ткань очень сложно, буквально там пальцы ломаешь. Вот, тогда наперсток просто, ну, жизненно необходим. Ну, следующее – это ножницы. Самые разные ножницы. И маленькие ножницы, и большие, и там побольше у меня есть. Просто вот скромная часть моих хомячих запасов. Все-таки я, конечно, не стала сюда выкладывать. Вот. Следующее – это зажигалка. Причем пьеза-зажигалка должна быть. То есть не с крутящимся таким вот кругляшком, а именно вот чтобы щелкать. Иначе просто, ну, рука устанет, палец отвалится к концу вышивки. Следующее – это шило. Оно тоже нам необходимо для того, чтобы облегчить прохождение ленты через ткань. Или, например, когда мы работаем с аппликацией. Например, вот эти вот цветы, ну, они тут просто пришивные. Вот здесь вот розы в этой работе, это именно выполнено как аппликации. То есть вначале скручивается, в общем, вот, и сажается на ткань. Вот в этих случаях, конечно, я использую шило для того, чтобы облегчить протаскивание ленты через ткань. Вот. Следующее – это маркеры. Они бывают самые разнообразные, те, которые исчезают на воздухе, те, которые исчезают от воды, там, ну, то есть самые-самые. Ну, мой любимый – это те, которые исчезают от воды. Вот, потому что иногда вот, ну, это вот используются они в работах, которые выполнены по собственному дизайну. То есть когда сама ты определяешь, что хочешь вышить, и намечаешь, да, кружочками там, или какими-то символами, что где будет располагаться. Но вот те, которые исчезают на воздухе, они могут исчезнуть очень быстро. То есть ты не успеешь еще выполнить всю работу, и в итоге останешься перед белой тканью опять. То есть приходится снова и снова наносить. Вот. А те, которые исчезают от воды, они очень удобны. Даже если ткань тонирована, то есть расписана красками, все равно очень легко он исчезает. Вот. Ну и, конечно, это ленты. Начала я вышивку, естественно, с атласных лент, то есть самой разнообразной ширины, самых разнообразных, порой весьма эксцентричных расцветок, но ничего, в общем-то. То есть самые-самые-самые разные. Больше всего у меня в арсенале, конечно, зеленые ленты разной ширины. Вот. У них есть свои особенности, это ленты плотные, фактура у них с одной стороны они матовые, с другой стороны блестящие. Это тоже свои особенности придает вышивке. Вот. Дальше ленты шелковые, вот у меня тут такая еще даже запакованная бобинка есть. Вот, шелковые ленты, они более мягкие, они более натурально вот, передают фактуру цветка. То есть вышивать ими, конечно, гораздо более приятно для меня, например. Есть у меня опыт и производства собственных шелковых лент, то есть это просто из отреза шелка вырезаются ленты, и тонировала я их вручную. Ну, как правило, экспериментирую я всегда на зеленом цвете, потому что он больше всего нужен в работах.
Вот, следующее это мулине. Мулине тоже самых различных оттенков, цветов. Вот, самые-самые разные. Меланжевые в том числе. Я очень люблю меланжевые мулине. Они тоже очень часто используются мной в вышивке. Вот, например, здесь, посмотрите, везде всякие разные травиночки. Вот здесь тоже травиночки, да и здесь тоже есть. То есть все это выполняется именно мулине. Ирис тоже мне разных-разных оттенков, и меланжевый в том числе, тоже очень часто выполняют всякие разные травинки, там, ну вот соцветия определенные тоже ирисом выполнены. Вот такая вот нитка. Вообще вышивать ей не очень удобно. Вот видите, она у меня вся спутанная такая, ну, потому что она вся вот так расползается. Вот. И в вышивке она тоже, ну, не очень комфортно ей вышивать, но зато она дает очень интересный такой эффект. Из-за того, что блестит нитка, вот, но это как она, пряжа, может быть, даже не нитка называется. Вот. Очень интересно смотрится на ткани. Вот. Ну, всем известная травка, тоже очень часто я ее применяю в вышивке, потому что она вот, ну, действительно похожа на травку, и с помощью нее можно воссоздавать там целые букеты. Вот, вот такая вот пряжа, более тонкая или более толстая пряжа, тоже я очень часто использую. Ну и, конечно, моя любимая шерсть. Вот в данном случае вот такой более светлый оттенок, но вообще использую разные оттенки. Вот, например, опять я вернусь к своей вот этой работе. Здесь вот, например, да, были определенные пустоты, и автором подразумевалось, что там зеленая трава. Но как ее передать вот на картине путем вот наших художественных средств, вот таких, которые доступны нам, вот я долго думала и пришла к выводу, что здесь можно использовать шерсть. Она как раз хорошо заполняет пустоты, придает объем и смотрится, по-моему, очень хорошо. Вот. Следующее, что я очень часто использую в своих работах, это бисер. Бисер я просто обожаю, иногда просто нет возможности как-то вот, заполнить даже пространство, и тогда бисер приходит мне на помощь. Это вот здесь вот и зеленые разные оттенки, зеленый, и голубой, и бежевый, и золотистый, то есть все что угодно. И бусины, самые разные бусины, тоже разных цветов, разных, в данном случае он такой же под жемчуг. Вот. Вообще вышивка лентами я люблю больше в прикладном, в таком виде, то есть это либо игрушки, но это тоже как, в принципе, декоративные, а в прикладном, я имею в виду, это варежки, там, перчатки, шапки, шарфы, то есть вышивку лентами можно использовать где угодно, и для вышивки лентами можно использовать абсолютно любые материалы, которые есть у вас в хомячих запасах. Если вам кажется, что, например, вот траву, да, опять же, можно подчеркнуть, там, воспроизвести с помощью там шерсти, вот, например, или там каких-то ниток, там, от нас, осталась там пряжа, как носки вязали, а пряжа осталась, вот, там, и вам приходит в голову, что ее можно использовать в своей работе, чтобы там какие-то травинки или там камушек какой-то сделать с помощью этой пряжи. Пожалуйста, используйте. Главное не зажимать себя в какие-то рамки, главное вот уметь видеть такие вот, мелочи и нюансы, что как можно использовать тот или иной материал. Вот. И тогда, в общем-то, ваша вышивка будет гармоничной, ваша вышивка будет красивой. Вот. На этом видео первое я заканчиваю. Я надеюсь, оно было для вас полезным. Вот. С вами была Ольга Собянина, автор блога «Развивайся в декрете». Всем пока, до связи.